Новоселье в дом мы с женой праздновали без дверей, без потолка, половины мебели и уж тем более без законченного фасада в силу экономии денег. Но настала пора довести дело до конца, и сегодня расскажу, как у меня получилась такая красота, с какими трудностями пришлось столкнуться, как я их преодолевал, какие материалы использовал и сколько это все стоит денег. Началась отделка фасада с момента, как только дом стал под крышу. Так как в доме электрическое отопление, то не хотелось на нем разориться в первую же зиму и принял решение заштукатурить газоблок базовым слоем теплой декоративной штукатурки. Она должна была уберечь стену от намокания, так как в наших питерских широтах даже зимой часто идет дождь, а газоблок впитывает воду как губка, теряя при этом сопротивление теплопередачи. Также важно защитить швы от продувания, так как и кладку стен я делал первый раз в жизни, то на нескольких вертикальных швах в процессе обнаружил, что из дома насквозь просматривается улица. Такое нельзя допускать на горизонтальных швах, а в моем случае не было ничего страшного. Пена и штукатурка с двух сторон полностью решают этот момент. Штукатурка больше декоративная, чем теплая. Надо понимать, что слой толщиной 1 см кардинально ничего не изменит, но все же это приятный бонус. Бонусов у нее еще много, и о них чуть дальше, а пока ее нужно было до конца нанести на стену. Делается это проще простого. Разводил мешок штукатурки на 7 литров воды, размешивал венчиком при помощи перфоратора и на смоченный газоблок обычной водой без грунтовок и без сеток с помощью пары шпателей наносил смесь. Прилипает к стене из газоблока она просто идеальна, и при высыхании ее даже специально хрен отдерешь. Это где такое видано, чтобы штукатурка держалась даже на алюминии. Так как штукатурка легкая, то и работать ей тоже легко, руки не так сильно устают, как с обычной цементной. На тот момент я был менее опытен и допустил одну основную ошибку. Наносить базовый слой штукатурки необходимо было по маякам. Лень внутри меня взяла верх и думал, что без маяков будет проще и быстрее, но оказалось ровно наоборот. Даже с идеально ровной стеной второй раз ставил бы маяки и штукатурил по маякам. Довелось впоследствии посмотреть, как работают профессионалы, и в процессе наблюдения на контрасте с моей работой убедился, что их метод выигрышнее по всем параметрам. Рабочие крепят маяки к стене просто самым обычным мебельным степлером. Можно это делать даже без уровня, просто начиная крепить сверху вниз, используя гравитацию и сам маяк в качестве отвеса. Даже на стенах из арболита получается достаточно ровная плоскость, а с геометрией газоблока она будет стремиться к идеалу. На углах дома необходимо использовать перфорированные уголки с сеткой. Без них у меня получились очень кривые углы. И в случае с четвертями на откосах вокруг окон их необходимо заранее подготовить и также разместить уголки с сеткой, сделав нахлёст в углах. На смоченную стену накидывается штукатурка между маяками, разравнивается правилом, и пока штукатурка не засохла, маяки вытаскиваются и получившиеся штробы аккуратно заделываются маленьким шпателем. Работы лучше всего вести от угла до угла, за один подход непрерывно. Так будет меньше стыков и более ровный базовый слой, что, как оказалось, крайне важно для финишного слоя. Так как я вел работы в одиночку, то не успевал делать от угла до угла дома и отделял объем работ просто малярной лентой. Затем на следующий день клеил малярку на высохший слой и продолжал вести работы. Так получается видно стык подходов, но плоскость почти не страдает. Даже в моем исполнении, уж тем более если делать по маякам, наносить базовый слой штукатурки довольно легко. А вот на финишном слое без профессионалов бывает совсем не обойтись. Экспериментировал на невидовой стене дома с нанесением, что называется, на отстань. И вот так делать не надо. Иначе потом не получится сделать нормальный финишный слой. Думаю, многие еще в самом начале воскликнули: да как же так без сетки штукатурить? Обязательно надо сетку. И это справедливо для обычной цементной штукатурки. Спадар специально создан для того, чтобы можно было штукатурить без сетки, тем самым экономя и время, и деньги. Но магия сработала лишь наполовину, и трещины я все же обнаружил. О трещинах чуть дальше, а пока базовый слой штукатурки был практически готов. Несмотря на зиму и сугробы в доме, появились окна, включилось отопление, я сосредоточился на внутренних работах для ускорения переезда в дом. В начале следующего сезона, уже наслаждаясь жизнью в своем доме, фасадной краской по дереву были покрашены все элементы на 2 слоя. После чего приступил к работам по подшиву свесов. Использовал пластиковые панели по типу сайдинга. Наблюдал за ними в доме у родителей практически 20 лет. Он хорошо себя показал, поэтому не стал заморачиваться с металлом или подшивом из дерева. Это и сильно дороже, и вести работу в одиночку было бы крайне затруднительно. И если на фасаде дома сайдинг смотрится, скажем так, на любителя, то подшив свесов пластиковыми панелями, или как их еще называют, софитами, на мой взгляд, не дешевит внешний вид дома и вполне практичное решение.
При выполнении работ по подшиву у нас получается примыкание подшива со штукатуркой. И здесь рекомендую делать базовый слой штукатурки до подшива свесов. Так работы вести удобнее и сам подшив не запачкаешь. А финишный декоративный слой делать уже после подшива свесов для формирования более точного примыкания и закрытия щелей. Верхнюю часть дома я облагородил, теперь можно спускаться вниз. Цоколь тоже важная часть как с визуальной, так и с практической точки зрения. Его я утеплил экструдированным пенополистиролом, а в качестве пожарной безопасности и улучшения внешнего вида решил заштукатурить той же штукатуркой для газоблока, так как у меня просто осталось несколько лишних мешков. Плиты утеплителя я обильно царапал ножовкой по дереву, чтобы сделать поверхность шероховатой для лучшего сцепления со штукатуркой, и это сработало. Прилипала штукатурка хорошо, и отваливаться никуда не собирается до сих пор. Также цоколь выступил тренировочным полигоном для отработки нанесения финишного слоя штукатурки. С базовым было все легко и просто, а вот с финишным мне пришлось настрадаться. В теории все легко и просто. Разводим штукатурку жижей типа 8 литров на мешок. Стену мочить уже не обязательно, наносим тонкий слой толщины в одно зерно и пластиковой теркой круговыми движениями растираем. Звучит легче легкого, но на практике у того, кто впервые взял шпатель в руки, это вряд ли получится с первого раза. Для себя выделил два основных момента. Для финишного слоя нужен идеально ровный базовый. Если базовый слой будет кривой, то невозможно сделать финишный в одно зерно, а толстый финишный слой невозможно растереть равномерно. Второй момент – температура на улице. В жаркую погоду, да еще и на солнечной стороне, тонкий финишный слой схватывается почти моментально и опять же становится невозможно его равномерно растереть. Плюс 10, плюс 15 пасмурную погоду с пятой попытки у меня получилось добиться желаемого результата. И я нанес финишный слой на весь цоколь по периметру дома, а также на короткие участки стен со стороны входной двери и со стороны панорамного окна. Также было необходимо закончить базовый слой на фронтонах дома, то есть доштукатурить вот эти треугольные части. Лесов у меня не было, поэтому изобретал велосипед. Наливал смесь в небольшую канистру, поднимался с этой канистрой и шпателями по приставной лестнице и вот так на высоте больше 5 метров в час по чайной ложке доделывал работу. Граничило это все со слабоумием и отвагой, повторять такое не рекомендую. Не просто так человечество изобрело строительные леса. Пока размышлял, каким образом мне в одиночку доштукатурить финишным слоем вот эти части стен с треугольниками, сделал более понятную работу. Итак, внешнего вида дому добавили терраса и крыльцо. Их сделал монументальными, залил железобетонную плиту и застелил современным композитным материалом. Цоколь покрасил остатками краски от деревянных элементов и сверху смонтировал металлический отлив. Это очень важная часть, которой не все уделяют внимания, ведь если пройти по улице и понаблюдать за старыми зданиями, то у каждого второго, где нет цоколя с отливом, видно практически четкую линию разрушения, так как именно эта часть стены наиболее подвержена частому намоканию. Большие свесы крыши моего дома защищают основную часть стены, и она мокнет редко, в основном в сильные ливни с ветром. А вот цоколь часто находится в зоне попадания дождя, так как свесы хоть и большие, но находятся довольно высоко. Как пример, так у нас с обычным зонтом во время дождя, как правило, мокнут ноги по колено. И гидрофобная штукатурка с покраской и металлическим отливом на цоколе хорошо выполняют защитную функцию. Время на раздумье по поводу окончания штукатурных работ затянулось еще на целый год. И пришел к выводу, что как бы мне не хотелось сделать все самому, в одиночку стены с фронтонами мне не заштукатурить. Я банально не успею сделать всю стену за раз от угла до угла, даже если найду леса и получится стена в некрасивых стыках. Поэтому в новом сезоне принял решение делегировать работу профессионалам. Чтобы бригада смогла отработать за один день, взял на себя всю подготовку. Сводится она, как правило, к тому, что нужно закрыть все важные поверхности от попадания штукатурки, иначе потом ее хрен отмоешь. По всему периметру фронтонов с обеих сторон дома приклеил малярную ленту по краю подшива. Купил пленки и разрезал ее на части, чтобы закрыть отмостку, террасу и обклеить весь цоколь. Надо было не забыть и про окна. В процессе наклейки лент с пленками как раз и обнаружил трещину в штукатурке прямо во всю стену от угла до угла. Поначалу даже испугался. Но место трещины и ее характер говорили о том, что ничего страшного не произошло. Скорее всего, дело в том, что ряд газоблока, который я укладывал на армопояс, я делал не на клей, а на ЦПС. И поэтому там получился шов толщиной чуть ли не в 5 мм. И вот ровно по всему этому шву и пошла трещина. Как я выяснил позже, в таких ситуациях следует замазывать шов заранее перед нанесением штукатурки локально и желательно сеткой.
Как пример подмазывались все крупные дефекты в кладке, где я наблюдал работу на доме из арболита. Дальше все прошло без сюрпризов. Все поверхности я подготовил, и на следующий день приехали рабочие и взялись за установку лесов. Работу спланировали исходя из движения солнца, чтобы всегда выполнять ее на теневой стороне дома. Буквально за считанные минуты установили леса в 2 уровня у стен дома и шпателями сдирали со стены неровности. Штукатурку разводили не как я, каждый раз делая замес по одному мешку, а сразу весь объем на всю стену. Так убирается вероятность, что какой-то замес будет отличаться по цвету, что очень важно на финишном слое. Бадьи прятались в тени кустов, и ковшиком смесь наливалась в ведра. Попутно в моем случае мочили стену водой. Ранее я не оговорился, что с финишным слоем это делать не обязательно. Но в тот день на улице было почти 30 градусов жары, и в таком случае стену лучше намочить. И теперь можно приступать к нанесению. 2 человека шли одновременно от угла до угла, один снизу и второй сверху. Так получается успевать сделать один непрерывный слой без высыхания штукатурки, чтобы не было стыков, а поверхность была однородной. Наносилось пару метров вдоль всей стены снизу доверху и затем растиралась круговыми движениями пластиковой теркой. Площадь одной стены составляет примерно 35 квадратных метров, и одну стену заштукатуривали финишным слоем за 4 часа. На базовый слой уходит примерно столько же, то есть профессионалы заштукатурили бы весь мой дом на оба слоя всего за 4 дня. Причем хорошо получилось сделать даже мою кривую экспериментальную стену. На удивление, финишный слой в моем исполнении вообще не уступил профессионалам, то есть бояться нанесения не нужно. Но не у всех на это есть время, и бывают случаи, когда в одиночку не затащить. Денег за работу берут 900 рублей за квадратный метр обоих слоев. Если бы у меня еще штукатурились откосы, то они считаются дополнительно по 900 рублей за погонный метр. С откосами я планировал разобраться самостоятельно, но перед этим нужно было установить оконные отливы, так как они так же важны, как и отлив на цоколе. Использовал все те же готовые планки шириной 100 мм. Отрезал их в нужный размер ножницами по металлу, и чтобы не слушать, как по металлу барабанит дождь, на обратную сторону планки приклеивал битумную ленту. И вот так звучит обычный отлив, а вот так зашумленный. Разница просто космос. Еще один важный нюанс — это края отливов. Они получаются острые, и можно самому об них одежду порвать, или, не дай бог, в этот край впилится ребенок, поэтому их нужно сделать безопасными. Для этой задачи есть несколько решений. Можно, например, гнуть края планки конвертом, но для этого у меня ни инструмента нет подходящего, ни рук, растущих из нужного места. Для таких, как я, есть путь номер 2. Готовые пластиковые заглушки. Они продаются чуть большей длины, и можно ее просто обрезать необходимую ширину. Благодаря приклеенной битумной ленте заглушка хорошо держится на планке. Без ленты она с нее вываливается. И одним движением руки планка с заглушками заводится краем за раму в предусмотренный заводской паз. Затем все отливы я прикручивал к подставочному профилю саморезами с буром и шляпкой в цвет отлива. Как можно заметить, 2 стены у меня поштукатурены с полосками между окон. Эти места не нуждались в красивом финишном слое, так как я планировал дополнительную отделку планкеном. Плюс принял решение, что сделаю утепленные оконные откосы и закрою их наличниками в цвет планкена. Начал с откосов. Напилил ведро небольших брусков 20 на 40. Брусок такой толщины плюс толщина планкена перекрывали пенный шов вокруг окна.
Прикручивал бруски в торцы проема обычными саморезами, 2 крутил прямо и 3 под углом, чтобы брусок точно не отвалился, так как газоблок D300 очень мягкий. Такого крепежа оказалось достаточно, и так прошелся по всем оконным проемам. Купил прямой планкен 18х95 из обычной сосны. На выставке частного домостроения насмотрелся на кучу всевозможного планкена, но мои желания разбились о суровую реальность, когда ты живешь в прямом смысле в лесу и при этом нифига не можешь купить нормального дерева. Обычную доску можешь, а вот с планкеном под Питером почему-то прям беда какая-то. Поэтому купил то, что удалось купить. А как сделать лучше, покажу наглядно с готовым фасадом. Для откоса необходимо было распилить доску вдоль. Чтобы сделать это максимально ровно, попробовал пилить вручную ножовкой, так как станка для такой задачи у меня нет. Но со второй планки понял, что вариант совершенно не вариант, по-любому нужна механизация. С ней возникли проблемы из-за перебоев в работе электричества, из-за ремонта ЛЭП. И чтобы не терять время, взялся за работу, которую можно сделать аккумуляторным инструментом. Были необходимы направляющие для крепления планкена, для них использовал все тот же брусок 20х40, для которого в стене дома делал штрабу шуруповертом и фрезой по дереву. Специально покупал фрезер, но проводной инструмент без электричества, к сожалению, работать отказывался. Благо шуруповерт вполне справился с задачей. Пилить каждую доску поперек вручную тоже не хотелось. Дождался появления электричества и уже торцовкой приступил к распиловке планкена. А циркуляркой пилил доски вдоль для откосов. Покрашенные деревянные элементы на фасаде, особенно на солнечной стороне, обычно с годами превращаются вот в это. И чтобы фасад как можно дольше сохранил свой приятный внешний вид, решил обработать планкен маслом. Надеюсь, что масло не будет так шелушиться. У меня был план, что я протестирую террасное масло на ступенях для лестницы, которую я делал внутри дома на 2-й этаж. Но цвет оказался неподходящим для фасада. Перезаказал масло с другим, как мне казалось, более подходящим цветом и приступил к обработке. Пробовал разные варианты нанесения масла, больше всего мне понравилось наносить тряпочкой из микрофибры. Наносил интуитивно на глаз, так чтобы было и немного, и немало. И минут через 10-15 проходился по доскам еще чистой салфеточкой, чтобы убрать излишки и чтобы поверхность получилась более однородной. Вместе с планкеном нанес масло и на бруски, которые выполняли роль направляющих. Когда они высохли, приступил к монтажу. Засверливал места крепления сначала сверлом по дереву 5-го диаметра с насадкой для конфирматов. Затем рассверливал отверстия 10-м сверлом уже только в стене, чтобы забить в них специальные пластиковые дюбели для газоблока, к которым крепил брусок мебельной стяжкой 7х70. Делал несколько точек крепления примерно на полметра друг от друга и на стене размещал 3 ряда брусков, плюс дополнительные в местах, где нужно будет обойти розетку и решетку вентиляции. Пока крепил бруски, понял, что мне вообще не нравится, как получился планкен. Издалека может показаться, что цвет довольно близко попал к раме окна, но вот не нравится и все тут. Ментально мучился несколько дней подряд и понял, что надо переделывать. Чтобы не попасть на деньги с перезаказом леса, решил шлифовать подтеки масла на другой стороне планкена и нанести на нее другое масло. Ожидания не совпали с реальностью, и эта работа заняла сильно больше времени, чем рассчитывал. Дело в том, что подтеков было немного, но места, пошлифованные болгаркой, очень сильно отличались визуально от нешлифованных, и по факту пришлось шлифовать полностью всю поверхность каждой доски. Упорство мне не занимать, довел начатое до конца и попытал счастье с другим маслом. В этот раз купил не террасное, а именно фасадное масло. По цветам я уже пробовал орех, который был слишком желтый, попробовал тик, который был слишком красный. Ламинация на окнах у меня называлась «Золотой дуб». И 3-е масло решил купить тоже «Золотой дуб». По факту оно вообще ни разу не такое же, как ламинация. Но сам цвет планкена после нанесения именно 2 слоев и высыхания масла
мне понравился больше остальных, поэтому обработал этим маслом весь планкен. Перед креплением планкена на стену нужно проделать еще одну операцию. Прикрепить на откос у рамы окна псул, то есть предварительно сжатую уплотнительную ленту. Логичнее это было бы сделать до крепления брусков, но реальная жизнь вносит свои коррективы, благо зазоры удачно совпали. После крепления ленты по периметру всех окон приступил к монтажу планок на откосы. Делал это доселе невиданным инструментом в нашей деревне, пневматическим неллером, то есть гвоздезабивным пистолетом, за наводку на который большое спасибо подписчику Олегу, которому ездил недавно в его мини-дом и узнал, что такое чудо можно купить всего за 3000 рублей. Я почему-то думал, что это сильно на богатом и даже не гуглил. Подвох в том, что пистолет не будет работать без компрессора, который стоит дороже 3000 рублей. Но может меня сильно выручить и на других работах при продолжении строительства. Посмотрел видео у Матвеева, более известного как Доктор Дью, про компрессоры, и выбрал модель безмасляного компрессора с ресивером на 24 литра. Производительность заявлена 240 литров в минуту, и для моих задач вполне должно хватить. Дальше меня еще ждут покрасочные работы, которые, возможно, буду делать компрессором внутри дома, и тут как раз хорошо подходит именно безмасляный компрессор для более качественной покраски. Плюс как бонус он довольно тихо работает, раза в 2 тише, чем все, что я использовал из масляных аналогов до этого. На морозе, в случае чего им проще работать из-за отсутствия густеющего масла. Они не пожароопасные, в отличие от масляных компрессоров. В общем, работать одно удовольствие. После фиксации боковых планок на откосах получившийся зазор запенивал. Важный нюанс, что использовал пену с малым расширением, чтобы она не вырвала планку и не вылезала из всех щелей. В чем, кстати, помогла псул-лента. С ней за брусками получилось хоть какое-то утепление, потому что пеной туда уже не подобраться. Боковые планки зафиксированы и можно крепить планкен. Как самый умный, сделал раскладку каждой доски в автокаде, чтобы получить точное количество досок без необходимости их пилить вдоль и расположить с одинаковым зазором. Кстати, кому интересен проект дома, вся информация в закрепленном комментарии. Подобрал подручное средство для того, чтобы сделать одинаковый зазор, и приступил к монтажу. Радость от того, как у меня все хорошо получается, была недолгой, потому что оказалось, что для оставшегося промежутка 2 доски мало, а 3 много. Произошло так, потому что в отличие от автокада, в реальной жизни какой-то планкен шириной 95 мм, а какой-то 98. И пришлось мне отдирать все, что я нагородил, и переделывать заново. Почему я идиот? Почему я идиот? Почему я идиот? Почему я идиот? С 3-й попытки удалось зафиксировать все доски на своих местах, и с противоположной стороны дома пошел другим путем. Раскладывал на отмостке в ряд все доски, которые необходимо прикрепить. Замерял их фактическую ширину. Отнимал ее от проема, который нужно закрыть, делил на количество зазоров, и вот так уже получилось сделать с первого раза. Но только справа от двери. Слева от двери попал в ситуацию, когда добавляешь одну доску, получается слишком много, и они уже не влазят даже впритык. А убираешь одну доску, и получается слишком большие некрасивые зазоры. И это та причина, по которой я изначально хотел купить планкен не 95 мм шириной, а 70. Во-вторых, не прямой, а скошенный.
так гораздо легче подобрать необходимое количество планок, и зазоры между ними будут выглядеть сильно эстетичнее. Но, к сожалению, в моих обстоятельствах такое было не купить. Как смог, закрепил все планки и осталось прибить наличники. Перед креплением срезал торчащую пену, где это было необходимо, а где-то наоборот подпенивал дополнительно. На планку наличника, там где она будет прижиматься к стене, обильно наносил монтажный сверхсильный клей. Не то чтобы это было необходимо, планка будет держаться и на гвоздях. Но у меня банально осталось несколько лишних тюбиков, поэтому почему бы их не использовать. Так примыкание получится качественнее. Прижимал планку к откосу и пропивал нейлером к торцу внутренней доски. На самом деле больше всего переживал именно за наличники, чтобы все получилось ровно с отпиливанием досок вдоль и чтобы они хорошо состыковались друг с другом. Но на удивление это была самая легкая часть работы. И мне не передать словами, как я счастлив, что получилось практически закончить дом хотя бы снаружи. Не так давно у меня не было вообще ничего, только цифровая 3D-модель дома на компьютере, а теперь удалось воплотить это все в реальности. Осталось убрать совсем мелкие штришки в виде птичьего помета и остатков малярной ленты на цоколе. Можно было бы, конечно, сделать еще лучше, например, второй раз я бы делал четверть и штукатурные откосы вокруг окон. От наличника все же попахивает прошлым веком. И при наличии больших финансовых возможностей на фасад брал бы и сорт доски выше, и лиственницу, а не сосну. Ну или хотя бы импрегнированную или термообработанную сосну. Из обычной постоянно будет течь смола. И вот тут у террасы это выглядит совсем не очень, благо так только на одном брусе с невидовой стороны. А на фасаде из-за цвета планкена подтеков смолы практически не видно, поэтому готов с ними мириться. Тем более, что лиственница какого-нибудь экстра сорта, нужного мне формата, обработанная каким-нибудь Осмо, только сама по себе бы стоила, как все, что я потратил на отделку фасада всего дома. Красить фасад принял решение, что не буду. На протяжении 3 лет смотрел, как ведет себя штукатурка, мне понравилось и без покраски. Новых трещин тоже нигде не появилось, и результатом очень доволен. Так что теперь уже полностью могу перебраться внутрь дома, чтобы закончить 2-й этаж, где вовсю идет строительство перегородок, о чем расскажу в одном из следующих видео. Контакты хороших штукатуров по Питерской области я оставлю в описании. Также там можно найти и все остальные мои соцсети, в том числе еще и Boosty, где теперь тоже выходят видосы. А в телеграм-канале больше всего, что происходит в жизни помимо стройки. Подписывайтесь и до встречи в следующем видео.